предыдущем ролике об управлении с 2001 по 2026 год мы констатировали фактически загибающую промышленность, смерть инженерной культуры и триумф презентации над станком. Но есть один неудобный исторический факт. С 1929 по 1954 год, за вычетом самой страшной войны 1941-1945 годов, экономика нашей страны росла быстрее всех в мире. 13,8% в год. Это больше, чем у послевоенной Японии, больше, чем у Китая 90-х и 2000-х. И делала она это, экономика нашей страны, без нефтяной иглы, как сейчас. В отличие от нас, сидящих на этой игле с 2001 по 2026 год, потому что за последние 25 лет мы не создали почти ничего технологического, кроме цветных презентаций о будущих и прошлых успехах. Это классическая сырьевая модель управления. А тогда, с 1929 по 1954 год, мы находились в схожих условиях санкций и кредитной блокады с Запада. Но мы сумели создать с нуля атомную, космическую и ракетную отрасли, разработав передовые для своего времени технологии. И важно, все это без нефти и газа. А сейчас есть нефть и газ, а промышленность на тот же уровень так и не вернули. Вы спросите, как? Нам же говорят Сталин, ГУЛАГ, мобилизация. Это ложь и манипуляция, или невежество и популизм. И чтобы не было хейта, я хочу сразу расставить акценты, чтобы не было недопонимания. Я не буду говорить ни о репрессиях, ни о коллективизации, ни о диктатуре. Это сфера историков и политиков. Мой анализ – это сугубо инженерный и как управлять. Я смотрю на этот период не как на политический режим, а как на гигантский беспрецедентный управленческий проект. Проект, в котором была создана машина по превращению аграрной страны в промышленную сверхдержаву в кратчайшие сроки и без нефтяной ренты. И вот что важно. Прошел тот же срок, сейчас 25 лет, отсчитываем от 2001 по 2026. Но где наш результат? Где наша новая промышленная сверхдержава? Вопрос. Именно механику этой машины, ее архитектуру, принципы, прошивку мы и будем сегодня разбирать, чтобы понять, какие инструменты системного управления из того опыта можно и нужно адаптировать сегодня, в 2026 году, для возрождения нашей промышленности. Без идеологии, без популизма, только управление. Был конкретный управленческий код тогда, четкая инженерная схема. Ее забыли. Сегодня мы ее извлечем из официальных архивов и с вами разберем. Это не ностальгия, это зеркало. И в нем наша сегодняшняя управленческая катастрофа видна с особой убийственной ясностью. Наш диагноз к 2026-му не санкции, а системный управленческий коллапс. Проблема номер один – нет профессиональных кадров. Как правильно сказали мне в комментарии на прошлый ролик, не хватает инженеров, ученых и профессионалов. Дефицит – 600 тысяч инженеров и 2,6 миллиона рабочих по статистике не хватает на заводах. Причина – 30 лет системного уничтожения профессиональных технических училищ, деградация технических вузов, уничтожение статуса инженера и смещение его с управленческих должностей, мизерные зарплаты у ключевого для развития экономики класса специалистов. Герой нашего времени – не создатель, а перепродавец и распределитель денег. Проблема вторая. Нет современных технологий. Микроэлектроника, станкостроение, фарма и другие. На 80% это импорт. Причина? Сырьевая рента убила самый главный инстинкт экономики. Инстинкт к риску, развитию и созиданию. Зачем строить свой сложный завод, изобретать новые технологии, если можно купить, перепродав нефть и купить готовое? Мы выбрали путь Китая 2000-х? Нет, конечно. А Китай покупал технологии и строил свои заводы. Мы покупали готовый ширпотреб и продавали взамен сырье. Проблема третья. Нельзя работать эффективно, экономически выгодно. НДС уже 22%. Кредиты для производства под 15, 20, 30%. Причина – наша финансовая система работает на одну цель – сдерживание инфляции. Она не создана для развития, она калечит реальный сектор экономики. Проблема четвертая – непроходимая бюрократия и ручное управление, тушение пожаров, отсутствие системного видения, стратегии и профессиональных управленцев на ключевых должностях.
Любая живая инициатива тонет в сотнях согласований, проверок и отчетов. Причина – система эффективных менеджеров, созданная не для результата, а для самосохранения и контроля своей власти. Ее ключевой показатель – не завод, запущенный в срок и в рамках плановой себестоимости, а освоенный бюджет. Сроки и реальная эффективность для них вторичны. Это всего лишь фон для отчетности. Вот главный вывод из предыдущего ролика. Мы не просто не смогли или нам помешали. Мы создали и воспроизводим систему управления, которая системно генерирует отсталость. Она – наш главный внутренний тормоз развития промышленности. А теперь давайте посмотрим на систему антипод. Не на миф, а на работающий механизм. Историки спорят об идеологии, а мы будем сегодня говорить об инженерии и управлении. Любая сложная система – это как живой организм, имеет свой жизненный цикл. Есть модель кривая Дизис. Мы ее в прошлом ролике подробно разобрали. И она идеальная карта для понимания того, что происходило тогда. Они не просто строили, они провели страну через полный цикл роста. От идеи пика до эффективности. Давайте пройдем по этой карте и поймем, как страна развивалась в то время. Стадия 1. Это ухаживание. С 1925 года по 1929 год они разрабатывали будущее страны и стратегию. Это не действие, это интеллектуальный фундамент для того, чтобы страна развивалась дальше. Они используют работы Беллада с его математическими расчетами, сколько нужно электрификации, плюс планирование для того, чтобы росло благосостояние и экономика страны в 3 раза. И анализ Гриневецкого. С чего начать? С энергетики и транспорта. План ГОЛРО назывался. Они создают госплан. У них появилась идея осязаемая, просчитанная, построенная на расчетах и стратегии. Стадия 2. Это младенчество. Это 1929 год, 1932. Здесь витамин П появляется, они начинают уже производить первые свои планы и стратегии. Первая пятилетка. Система рождается в муках. Ее первые крики – это звук забиваемых свай под Сталинградский тракторный и магнитку. Ключевые действия – кредитная реформа, создание двухконтурных денег, чтобы избегать инфляции. На минуточку, опыт уже был цифрового рубля. И контракт с Альбертом Каном. Это известный проектировщик-строитель, который строил все заводы Форду в Америке. Они импортировали не станки, а самый передовой в мире метод. Как быстро проектировать и строить заводы по методологии и процессам Альберта Кана. Все внимание на выживание и первые шаги. Бюрократия здесь минимальна. Третья стадия называется «давай-давай». Это с 1933 года по 1941 год. Здесь развит витамин П, они производят уже много. И витамин Е. Много идей, экспансия иностранных специалистов в Россию. И из-за этого был большой рост по всем направлениям и по всем отраслям. Машина, так называемая экономика, пошла в разнос. Метод Кана тиражируется, и они строят 521 новый завод за первые 2 года. Итог: к 1941 году мы вторая промышленная держава в мире. Но чтобы расти дальше, мы переходим к стадии юность. Здесь проверка на прочность нашей системы управления. И она, к сожалению, попадает на войну. 1941 год, после нее восстановление. Это стресс-тест на уничтожение страны. Могла ли эта система выжить? Ответ – эвакуация, перезапуск 1500 предприятий за Урал. А после войны мы запускаем проект на атомную тематику. Мы изготавливаем первую атомную бомбу. Система не сломалась, она закалилась, она доказала, что может решать задачи любого масштаба и сложности. И вот мы подходим к стадии рассвет, это 1950 и 1954. Здесь гармония. Атомная бомба готова. Первая в мире АЭС в Обнинске. Регулярное снижение розничных цен. Магазины полны товаров от артелей. Артель – это сегодня средний и малый бизнес и ИП самозанятые.
Жесткий каркас госплана и гибкая живая периферия предпринимательства работают как часы. Эффективность на максимуме, вершина которой они достигли к 1954 году. Потому что здесь работали все витамины: П – производитель, А – система управления, Е – идеи предпринимательства давали малому и среднему бизнесу расти, и И – все работали как единый слаженный механизм. И госаппарат, и предприниматели работали как единое целое, и тем самым страна развивалась и росла ежегодно на 13,8%. Итак, перед нами чистая управленческая схема. Ее можно условно назвать операционной системой промышленного рывка. Она состояла из 7 взаимосвязанных модулей. Я обращаю ваше внимание, мы выносим за скобки весь социально-политический контекст того времени. Мы анализируем эти модули так, как инженер анализирует чертеж, например, двигателя. Что за деталь, зачем она, как взаимодействует с другими. Потому что сегодня у нас при всех возможностях катастрофически не хватает именно этой операционной системы для развития промышленности. Ее подменили системой для контроля и отчетности. А теперь главный вопрос. Из чего же была собрана эта машина управления, способная пройти такой путь? Давайте разберем ее по винтикам. Это было 7 ключевых модулей, 7 столпов той стратегии и системы управления. Столб 1 – это стратегия развития страны и экономики и планы. Они начали не с лозунгов и презентаций, как сейчас, они начали с математики и стратегии. Баллот просчитал, как централизировать электрификацию, чтобы был рост во всех областях страны. Второе. Госплан был не министерством, а первой в мире супер ERP-системой национального масштаба. Его задача – балансировать тысячи ресурсов, чтобы цемента хватило стройки, стали заводу, а угля – электростанции. План – это не фантазия на бумаге, это чертеж сбалансированной системы. Столб 2 – это финансовый станок экономики. Вот та самая финансовая магия, которая вышибает почву из-под всех современных воров бюджета. Деньги были разделены на 2 контура. Первый контур – это безналичные, это инвестиции в развитие, в стройки, в заводы, для расчетов между заводами и финансирования долгосрочных строек. Их нельзя было обналичить, они шли только по назначению. Нельзя было вывести, украсть, положить в карман. Это было строго целевой, но при необходимости неограниченный ресурс. Его лимит определялся не цифрой в бюджете, а физическими возможностями. Тоннами металла, кубометрами бетона и сколько выпустили продукции отложенных инвестиций. Вот вам и прообраз цифрового рубля, и где он нужен на самом деле в 2026 году. Не для контроля над простым населением страны, а для мониторинга бюджетов и инвестиций через этот контур. Второй контур денег – это наличные, потребительские, для зарплаты магазинов. Их объем жестко привязывался к выпуску товаров. Инфляция была невозможна при такой конструкции двухконтурной. Банки развития, Промбанк, были не просто кредиторами, а инженерами, и они отвечали за реализацию всех инвестпроектов. Их сотрудники сидели на стройплощадках и в цехах, сверяли сметы и мерили, сколько где потрачено. Их карьера зависела от одного – запустят ли завод в срок и ниже сметы или нет. Сравните это с освоением бюджета под отчетной бумажкой в 2026 и простым тыканием в одну кнопку регулированием процентной ставки. Больше они ничего не умеют или не хотят, я не знаю. По крайней мере, выводы именно такие, судя по тому, что мы видим. Вот где опыт надо брать и перенимать нашему центральному банку. А то они одно заладили. Боремся с инфляцией 20 лет, ни за что не отвечаем, а только душат промышленность. Столб 3. Импорт интеллектуальных мозгов из-за границы. Они начинают приглашать американских, европейских и японских ученых, бизнесменов, инженеров, строителей. Они не кричали про духовные скрепы и опору на свои силы в условиях тотальной технической отсталости. Они были железными прагматиками. США на тот момент не признавали СССР. Отлично. Через фирму-прокладку Амторг они нанимают лучшего индустриального архитектора мира Альберта Кана, того, кто строил заводы в Америке для Форда. За 2 года его команда, повторюсь, построила 521 завод, треть промышленного потенциала первой пятилетки.
Тогда наши управленцы легально покупали целые заводы, технологии и патенты. Магнитку строили американцы из фирмы McKee. Рядом с каждым иностранным специалистом сидел наш ученик и обучался их навыкам и знаниям. Кстати, точно так же делал Китай в 2000-х. Их инженеры сидели рядом с нашими заводчанами, когда мы строили для них первый атомный блок для АЭС Тяньвань. Я сам лично работал тогда слесарем на заводе и воочию наблюдал, как толпы китайцев бегали по заводу и все снимали и записывали. И перенимали наш опыт 1924-1934 годов. Это был плановый импорт человеческого капитала и компетенции в СССР. И Китай перенял эту методологию в 2000-х и к 2026 году продолжает развиваться по всем направлениям. А что делали мы в сырьевые 2000-е? Импортировали айфоны и шмотки и продолжаем в том же духе до сих пор. Столб 4. Квалифицированные кадры, инженера и ученые. Социальный лифт был запрограммирован на развитие. Инженер, ученый, рационализатор, рабочий – это была новая аристократия. Их портреты на досках почета, их зарплата на уровне управленцев. Государство вкладывало большие средства в образование и науку. Не в чиновничьи аппараты, а в ПТУ, техникуме, новые вузы и научно-исследовательские институты. Статус созидателя был высшей социальной ценностью в то время. Не успешного менеджера, не блогера, не распределителя бюджета, а именно создателя результатов. Столб 5. Эффективность и борьба с затратами. Здесь не было и намека на освоение бюджета. Здесь было ежегодное государственное задание снизить себестоимость на 3-8% по всем отраслям, по всем продуктам. И был фонд директора. Он пополнялся только при выполнении этого плана. Из этого фонда строили жилье для рабочих, детсады, выплачивали премии. Интересы директора и государства совпадали. Меньше потратил, больше получил на развитие своего коллектива и завода. Результат – себестоимость падала в течение 25 лет подряд. И как итог, розничные цены снижались 7 раз подряд с 1947 по 1954 год. Представьте, вы приходите в магазин, и с каждым годом мясо и хлеб, одежда становятся дешевле. Это был не пиар, а осязаемый результат роста эффективности. А мы с 2001 по 2026 видим только постоянный рост, инфляцию, снижение зарплат. Падение цен кто-нибудь видел из вас? Я нет. Столб 6. Это предпринимательство. Гибкость. Да, вы не ослышались. Массовое, легальное, поощряемое частное предпринимательство. Артели, это как сейчас ИП, это средний малый бизнес того времени. Производственные кооперативы, они делали на тот момент 40% всей мебели страны, 100% игрушек, 35% обуви и трикотажа в стране. Регистрация за один день, налоги льготные, кредит от Госбанка, на минуточку, 3%. Они жили по законам рынка, изучали спрос, внедряли новинки. А личные подсобные хозяйства давали основную часть картофеля, овощей, мяса и молока в стране. Получился умнейший симбиоз. Жесткий государственный каркас – это основные направления: станки, электростанции, металл, тяжелое машиностроение и гибкая живая рыночная периферия. Все для быта. Дефицит ширпотреба и продовольствия не было. И цены для народа были адекватные и регулируемые. При необходимости, чтобы не наглели и не делали монополии ИПшники, как сейчас, сплошная монополия и уничтожение среднего и малого бизнеса, их контролировали. Столб 7. Это наука. Все началось с КЕПС. Это первая в мире системная инвентаризация естественных производительных сил и полезных ископаемых страны. Что где лежит, сколько и как это использовать. Параллельно с импортом технологий они строили свою научную школу с нуля. Институты, физическо-технический институт, новые академические институты, научно-исследовательские институты. И к 1955 году они уже не догоняли, а были впереди. Своя термоядерная бомба, мы опередили США. Своя атомная электростанция, своя ракетная техника. Они перешли от стадии импортера знаний к стадии генератора знаний. И как же мы разбазарили это наследие с 1954 года по 1991 год. На кривой Адизиса мы сейчас с вами все это рассмотрим. Адизис учит, что после рассвета, если системой не управлять, начинается спад. То, что и произошло после 1954 года. Хрестоматийный пример этого пути вниз. Машину не сломали одним ударом, ее демонтировали по частям. И сейчас я вам расскажу на каждой стадии, в какой год и что происходило.
Итак, вот здесь мы в 1954 году сворачиваем на стадию аристократии. Это 60-е, 80-е года. Это наподобие, как у нас было в 2009 году. Что здесь произошло? Убили цель. Догнать и перегнать Америку заменили на выполнить и отчитаться. Вот как раз таки в то время появились эти валовые отчеты. Госплан превратился в аппарат для торга между ведомствами. Не так, как раньше было для результата и выполнения планов по всем направлениям, а именно для отчетности. Как раз таки можно сказать, что в 1960-х годах появилась первая презентация. Второе. Убили эффективность. Они начали отменять снижение себестоимости. Ввели эту уловку: чем больше тратишь, тем больше производишь. Родилась затратная экономика. То есть цель была не то, что было в планах написано произвести, например, 3 зеленых машины, 2 красных и 1 синюю. Они могли произвести все зеленые, но 10 штук по факту выполнили. Это как раз и была уловка, затратная экономика, которую тоже внедрили в 60-х годах. Третье. Они убили предпринимательство. Артели и ИП ликвидировали в 1956 году. Родился вечный дефицит на все, кроме самого необходимого. Четвертое. Убили технологический драйв, прекратили массовый импорт передовых гражданских технологий, успокоились на достигнутом и начали продавать нефть и газ вместо развития и, например, в то время микроэлектроники. То есть здесь вы видите, да, витамин А, бюрократия, начинает прогрессировать, а витамин П, производить, и Е, что-то новое, они стали его подавлять. Соответственно, это подавляло и микроэлектронику, и промышленность, и все остальное. А П, уже работали просто на воловку и на выручку. Пятое. Они убили меритократию. Инженера заменил партийный назначенец. Это был социальный лифт для роста в то время. Стадия смерти. Это переход как раз таки 86-91 год. То есть все эти года с 80 по 86 развивалась бюрократия, а к 86-91 у нас ни один из витаминов вообще не работал, мы ничего не производили. Была только отчетность, воловка и продажа нефти. И в 1987 году совершили фатальную операцию. Смешали 2 контура денег. Безналичные инвестиционные рубли хлынули в наличный оборот. Это было как вскрыть артерию. Родилась очень большая инфляция. Финансовая дисциплина, основа системы, была уничтожена. И наступил хаос в 1991 году. Итог. К 1991 году мы подошли с экономикой, которая уже 35 лет двигалась по инерции, держась на фундаменте, который был заложен в 1929-1954 году, и на нефтяной игле. Когда границы открыли, эту пустую, недееспособную оболочку просто смели. Но корень краха не в 1991. Он в системном демонтаже этих 7 столпов, начавшийся в 1956 году, о которых я вам рассказал. Моя миссия, как специалиста по управлению, не обсирать кого-либо, а диагностировать сломанные механизмы и предлагать рабочие решения. Я не за возврат портретов или совдепа. Я за возврат профессионализма, системности и стратегического видения на ключевых постах в реальном секторе экономики. Мне не нужна сталинская экономика. Мне, как инженеру, нужна умная система управления. Мы не можем поднять промышленность на лояльных, но безграмотных в производстве менеджерах, юристах. Нам нужны полководцы из производства, инженеры, технологи, ученые, прошедшие школу реальных проектов. Именно поэтому мой призыв не к смене политического курса, а к радикальной смене управленческой парадигмы. От паразитирования на сырье и освоение бюджета к созиданию через четкую стратегию. Может быть, какой-то современный Госплан 2.0 для больших отраслей тяжелого машиностроения, как цифровую платформу балансировки экономики. И абсолютный приоритет компетенции над лояльностью в промышленности. Я не призываю вернуть портреты, советы или бумажный госплан. Время идет вперед. Но принципы работы сложных систем управления вечны. Сегодня мы должны
задать эффективным менеджерам, бизнесу и себе один вопрос. Готовы ли мы, наконец, выстроить систему управления, работающую на развитие, а не на имитацию бурной деятельности? Если да, вот техническое задание, вытекающего из нашего анализа. Первый принцип. Финансы для развития, а не для отчета. Как было тогда? Два герметичных контура денег. Безналичный и наличный. Сейчас нужно сделать. Создать цифровой инвестиционный рубль, изолированный блокчейн-контур для нацпроектов в промышленности и ВПК. Каждая транзакция прозрачна и неизменна. Банки развития с инженерами в штате, отвечающие за результат, а не за выдачу кредита. Их KPI – запущенный завод, а не освоенный миллиард. Второй принцип. Кадры – это элита, а не расходный материал. Как было тогда? Инженер – это полководец из производства. Высокий статус и доход. Сейчас как нужно сделать? Жесткое правило ввести. Ключевые посты в промышленности, ВПК и госкорпорациях занимают только специалисты с профильным образованием и опытом реальной производственной работы. Больше никаких юристов и социологов в производстве. Убрать всех лояльных непрофильных руководителей по отраслям. Взамен ставить грамотных, профильных руководителей и специалистов на места с реальным производственным опытом по направлению деятельности. Массовое возрождение систем ПТО и технических вузов за госсчет. Третий принцип. Импорт и адаптация лучшего в мире. Как делали тогда? Легальная покупка лучших технологий и мозгов. Это как Кан и Форд. Что нужно сделать сейчас? Прекратить имитационное импортозамещение, сборку из иностранных модулей, потому что сейчас российский остался только шильдик. Запустить государственную программу точной закупки критических технологий и приглашать инженерные команды из дружественных стран – Китай, Индия, Иран или, может быть, западных, как тогда. Дать им условия и четкие задачи, нацеленные на стратегию и развитие промышленности. Четвертый принцип. Предпринимательство для гибкости и разнообразия. Что делали тогда? Артели, один день на регистрацию, льготные кредиты под 3%. Что нужно сделать сейчас? Реальные, а не декларативные льготы для малого и среднего бизнеса в несырьевом секторе. Налоговые каникулы на 5-7 лет. Кредиты под 1-3%. Мораторий на плановые проверки для стартапов. Создать госзаказ для малых высокотехнологичных фирм. Пятый принцип. План как цифровая модель, а не как фантазия. Что делали тогда? Они внедрили Госплан как система балансировки тысяч ресурсов экономики страны. Что нужно сделать сейчас? Создать цифровую платформу Госплан 2.0. Систему управления межотраслевыми цепочками в реальном времени. Чтобы видеть, если мы строим завод микроэлектроники, сколько нужно электроэнергии, узкие места, какие нужны кадры. Управление на основе данных, а не на основе чуйки и красивых презентаций. История с 1929 по 1954 год – это не про сталинизм. Это про тотальную бескомпромиссную победу профессионализма над дилетантством. Дело над словом. Системной логики управления над хаосом. И, конечно, коррупцией. Мы сегодня в точке бифуркации. Мы можем и дальше жить в системе, где главный продукт – отчет о будущих победах. Где инженер – неудачник. Где сроки вечно срываются, а цена вечно растет вверх. Или мы можем достать из архива старый, испачканный мазутом, но рабочий чертеж под названием «Как построить промышленность с нуля в условиях блокады и санкций». И перейдя его на язык цифры и современных рынков, собрать новую машину управления для мира 2026 года и нашего будущего. В первом ролике был диагноз, а во втором найдено лекарство и инструкция по его применению. Вопрос в одном. Найдется ли воля, чтобы начать лечение? Я не политик, я не идеолог, я специалист по управлению. Моя задача – находить работающие и сломанные механизмы и показывать разницу. И моя миссия – возродить в России культуру качественного, системного управления. Ту самую культуру, которая когда-то в чисто управленческом смысле сотворила чудо индустриализации. Это вопрос выживания страны как технологической державы. Политические системы
приходят и уходят. А законы эффективного управления сложными проектами и отраслями вечны. И сейчас, в 2026 году, нам жизненно необходимо вернуть эти законы в практику, очистив их от исторических наслоений, чтобы управляли не те, кто удобен, а те, кто способен. Чтобы решения принимались не по чуйке, а на основе данных и долгосрочной стратегии. В этом суть. Это история того времени, управленческий урок высшего пилотажа. Она доказывает, что наше прошлое не империя поражений. Это склад неиспользуемых инструментов управления, стратегии и принципов гигантской мощности. Пишите в комментариях, какой из этих принципов вы считаете самым критичным для внедрения прямо сейчас в систему управления. Двухконтурные цифровые деньги, абсолютный приоритет инженера, массовый импорт компетенций. И что стало для вас главным открытием из этой истории? Если вы хотите выстроить четкую систему своей компании через архитектуру управления, все контакты в описании канала и наверху экрана. Мы можем начать с персонального разбора вашей ситуации или аудита ваших процессов управления, прежде чем переходить к полномасштабному проекту. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите ролики до конца, чтобы алгоритм YouTube понимал, что канал интересен. Это очень важно для продвижения моего канала и ремесла об управлении. Чтобы я мог делиться своим 25-летним опытом с большим количеством людей, благодарю вас. Рекомендую посмотреть весь первый плейлист из 12 серий «Как построить архитектуру управления для вашей компании или бизнеса». Быть сильным руководителем – это ремесло, и ему можно научиться. До новых встреч!